Итак, ребятки, всем привет и рад вас всех приветствовать в этом заключительном ролике по бэкэнду. Это у нас будет крайний ролик, после этого мы уже будем переходить к фронтенду, а сегодня мы с вами поговорим об одной интересной особенности. Смотрите, ребят, сейчас такая ситуация у нас складывается, что, допустим, мы сейчас в роуте на удаление защищены только одним гвардом, то есть авторизованы мы или не авторизованы. Если мы авторизованы, то мы можем, в принципе, удалять эти транзакции. И может сложиться такая ситуация, что, смотрите, например, у нас есть два пользователя, первый и второй. У первого пользователя две транзакции, и у второго пользователя тоже две транзакции. Допустим, там у первого пользователя у этих транзакций айдишник 1 и 2, а у второго 3, 4 соответственно. И судя из нашего гварда, то есть если мы залогинимся в систему, пользователем 1, у которого есть только первая и вторая транзакция, но захотим удалить, да, мы передадим в параметры там, не 1 или 2, а передадим транзакцию номер 3, которая принадлежит уже другому пользователю, есть большая вероятность, что нас там Nest пропустит, бэкэнд пропустит, и мы удалим вообще чужую транзакцию. Я, честно, проверять сейчас это не хочу, но я просто предполагаю, что это возможно так. Возможно, с подкоробки у Nest уже все это есть, мы уже защищены. Но я предлагаю на основе этого просто потренироваться и написать свой гвард, который будет отвечать за то, являемся ли мы владельцем той транзакции, которую мы хотим удалить, или не являемся. И такую же мы историю повторим с категорией. То есть, когда мы хотим что-то там удалить, например, да, там удалить, изменить, мы должны быть уверены, что именно мы владелец этой транзакции или категории. Вот такая вот у меня идея. Давайте мы для этого создадим в папочке src новую папку и напишем ее guard. Да, для этого мы создадим свой собственный guard. И это будет, допустим, author guard.ts. Так, что дальше? Смотрите, еще раз, да, давайте в двух словах, что такое guard. Guard — это некая такая прослойка, которая говорит нам, что можем ли мы идти дальше по нашему этому роуту и выполнять сервис или не можем. То есть какие-то условия должны совпадать для того, чтобы он нас пропустил. Если они не совпадают, то он нас не пропускает и говорит bye-bye. То есть guard — это функция, в данном случае даже мы все пишем на классах, это класс, который нам будет либо возвращать true, либо возвращать false. То есть его задача вернуть либо true, либо false. И в зависимости от этого наше приложение уже будет работать так или иначе. То есть вот такая вот история. И давайте, конечно, это класс, да, экспорт класс, я назову его author guard, и будем имплементироваться от класса canActivate, который находится в Nest.js command. То есть мы будем говорить, что мы будем использовать его интерфейс для того, чтобы что-то делать. А конкретно говорить либо да, либо true, либо false, возвращать. Дальше мы создаем функцию, и нам сразу TypeScript подскажет, что тут есть функция canActivate. Вызываем эту функцию и смотрим, что тут происходит. Эта функция должна что возвращать обязательно. Давайте мы скажем, что возвращаем true. И здесь observable нам не требуется. Мы говорим, что будем возвращать там promise типа boolean. Все, вот так. Нам этого будет достаточно. Таким образом, если мы сейчас добавим этот guard, то он будет нам всегда пропускать. Нам это не подходит, и нам нужно теперь что-то здесь добавить, написать какую-то логику, по которой мы будем проверять, являемся ли мы автором поста, либо нет. И для этого я предлагаю сделать следующим образом. Вариантов тут может быть много. Я выбрал именно такой. Во-первых, мы создадим request. Брать его будем из контекста. Switch to HTTP. И get request. То есть таким образом мы получим request. Сам request мы получим, от которого мы будем отталкиваться. Дальше в этом request я планирую, что будет ID и type. Это мы дальше с вами зайдем. Это мы пока что делаем вот это, а потом будем рефакторить немножко наши контроллеры, потому что здесь нужно будет кое-что добавить. То есть ID и type. Сейчас я немножко дальше вы поймете, что я хочу сделать. Мы это будем брать из request params. Дальше я скажу, что entity, и все, я просто ее обновлю. Объявлю переменную, в котором что будем записывать, но пока что
мы тут ничего не записываем. То есть мы просто ее создали. А дальше уже интересней. Мы будем делать некий switch. Switch. Key у нас будет type. И будет два кейса. Первый у нас будет transactions. Вот так вот. Второй у нас будет category. И третий будет дефолтный. Дефолтно мы будем просто выдавать там throw, new, not found. Ну, там something went. Я не знаю, что писать такого. Что тут будет не найдено. Смотрите, ребятки. Теперь, что я тут хочу сделать? Я тут хочу, поскольку у нас есть такая история, как категория и транзакции, я не хочу для них писать разные гварды. Теперь, что это за type и откуда он берется? Давайте мы для этого вернемся в transaction controller, и я скажу, что это за type. Смотрите, у нас есть транзакции, у нас есть контроллеры, то есть что ж такое? У нас есть роуты на pagination, на просто get и get по ID. Вот. Get по ID. Тут мы уже можем что-то придумать. То есть, чтобы найти find one, я хочу сказать, что, допустим, у нас будет еще какой-то type. Type и дальше будет ID. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас, допустим, есть route, да, где-то. У нас есть там какой-то URL. Дальше потом идет transactions. Дальше какой-то type. И я хочу здесь указать, что это будет transaction. И дальше уже будет ID. Вот так. То есть это вот тайпом будет являться вот это вот слово transaction. ID-шником, понятное дело, что это будет ID-шник. Давайте мы это везде скопируем. Я сейчас объясню, что это такое. Я просто это добавлю вот тут. Я добавлю это в patch. Я добавлю это в delete. Я добавлю это в delete. А куда я еще это добавлю? Это будет чуть позже. Есть еще одна идея, но это будет чуть позже. Смотрите еще раз, для чего мы этот type сделали. Для того, чтобы вот тут, теперь в гварде, это будет из request, мы будем этот type доставать. Transaction, да, мы же там писали transaction. Мы будем его передавать как-то в запросе. И если у нас в type будет transaction, то тогда мы будем что-то делать с транзакциями. Если type будет категория, то мы будем что-то делать с категорией. То есть таким образом мы сможем одним гвардом разобраться и с категориями, и с транзакциями. И одним гвардом защититься, проверять, в общем, владельца. Теперь, что мы делаем дальше? Я надеюсь, с этим было понятно, но это еще будет понятно, когда будем тестировать какие-то эти запросы. Какие-то запросы. Окей. Теперь нам просто нужно переопределить переменную entity. То есть, если мы в тайпе словили, да, в URL, когда мы вводили адрес, мы словили там transaction, тогда мы говорим, что entity равно await this. Сейчас. Для того, чтобы это сделать, нам нужны два сервиса. Мы сюда в конструктор, мы сюда должны добавить, нам нужен тоже там private read only. Пускай это будет не туда пишу. Оп. Конечно же, вот сюда. Private transaction service. И типа transaction. Вот. Transaction service. И точно такое же нам потребуется для категорий. Есть. Тут запятую. Теперь, когда у нас есть доступ к этим сервисам, мы говорим, что когда кейс, транзакция, да, то есть мы там будем передавать либо, еще раз, да, вернемся сюда, у нас будет либо вот такой URL,
Либо у нас, когда мы будем категории менять, там будет categories, тут говорим категории, и вот так вот. Таким образом мы будем различать, что мы там редактируем или удаляем, транзакцию или категорию. Давайте я это оставлю. Теперь вот тут. Если мы в тайпе, да, вот тут, в тайпе, вот тут, в тайпе словили transaction, то тогда мы говорим, что entity, переменную, которую мы заранее создали с вами, вот тут, но не объявляли, entity будет равняться. Entity у нас будет равняться. Чем у нас будет равняться entity? Это будет await. Да, у нас же асинхронная функция. Это будет await this. У нас уже есть доступ к сервисам. Я говорю transaction service. Find one. Find one по ID. Вот так. Если категория, мы делаем по-другому. Категория service. Find one по ID. Default. Дальше. Мы получаем еще юзера. Is request user. Ну, этот юзер, который нам приходит постоянно из запроса при помощи токена, да, то есть SGVT. И дальше мы должны проверить. Смотрите, если у нас сущность существует, то есть вот тут у нас что-то существует, да, то есть вот тут в entity. Если у нас сущность существует, раз, мы залогинены, вот тут, 2, и если user ID совпадает с автором entity, да, или категории, то это третий пункт, который совпадает. И если все эти три элемента, все эти три фактора совпадают, в таком случае мы будем возвращать true. В противном случае мы будем говорить, что, дружище, где-то ты не прав, ты лезешь не в свое дело. Либо ты там не авторизован, но ты пытаешься что-то удалить, причем чужое. Либо ты авторизован, ты пытаешься удалить что-то чужое, а не свое. Таким образом, мы будем всегда этого пользователя защищать. Поэтому, когда мы создали юзера, мы говорим, что давайте-ка, если, во-первых, entity у нас там что-то есть. То есть мы по запросу мы нашли какой-то там ID-шник, type, вот тут. И мы что-то искали, и мы это нашли. Хорошо. И мы сразу это записали в entity. Первый пункт совпадает. Окей. Если entity. Также, если user, то есть мы авторизованы. То есть мы сначала там что-то ищем, потом мы также убеждаемся, что мы авторизованы. И еще, если entity user ID равен user ID, то только в таком случае мы возвращаем true. Да? То есть смотрите, что мы тут еще раз давайте по порядку, бо это, наверное, запутано для вас. Давайте так, смотрите. Entity. Вот мы там получили вот тут доступ просто к реквесту. Мы дальше говорим, что объявит пустую переменную entity и сделай switch. Если, да, там case, type, точнее transaction, который мы указали вот так вот, categories, вот это вот type, да, через двоеточие type, вот, transaction. Если у нас там что-то нашлось, то ты давай найди эту транзакцию, то есть по ID-шнику. То есть это та транзакция, да, допустим, мы сейчас это все делаем на примере удаления. Мы там ищем транзакцию, да, мы же кликнули на какую-то транзакцию, которую удалить. Вот, мы ее ищем, все, мы ее нашли, она существует, отлично, мы уже сразу говорим, транзакция существует. Дальше, следующая проверка. User. Юзера пытаемся мы получить из реквеста. Если там есть юзер, мы говорим, хорошо, есть транзакция, есть какой-то пользователь. Но этот пользователь, да, вот тут будет в случае, если мы авторизованы. Если мы не авторизованы, то этого пользователя не будет. Значит, уже это не выполнится, и мы пойдем дальше. И теперь третьим, что нужно проверить, это то, что ID-шник, да, вот у этой entity, у этой сущности, да, мы же там всегда, у нас там есть какой-то юзер. И нам нужно проверить, что вот в этой entity, которую мы нашли в базе данных, то есть ту транзакцию, которую мы нашли в базе данных, в ее поле user, ID-шник равен тому юзеру, под которым мы залогинились. Да? То есть вот тут у нас есть юзер, через токен мы там получали, и он равен этому юзеру. Да? Получается, то есть мы должны убедиться, что у нас есть сущность, мы залогинены,
и что у этой сущности автор, да, айдишник юзера, равен юзеру, который сейчас залогинен в нашем токене, в нашем реквесте. И если все эти условия совпадают, значит получается, что это действительно мы зашли на сайт, и мы хотим удалить ту транзакцию, которая принадлежит именно мне. Вот в таком случае мы возвращаем true. Если это все не совпадает, хотя бы что-то одно тут не совпадает, мы можем тут просто выбросить или ошибку, или вернуть false. Давайте там return false, например. Все. И в таком случае мы эту проверку не прошли, и этот гвард скажет, ну все, до свидания. И ты дальше не идешь. Окей, теперь, чтобы это все работало, давайте мы теперь это будем проверять. Это я оставим. Теперь нам нужно этот гвард подключить. Мы можем гварды просто тут через запятую перечислять. Если у нас есть, видите, тут use guards, то есть множественное число, тут можно использовать много гвардов. Поэтому ставим тут запятую. Author guard. Импортируем, сохраняем. Сейчас должна быть ошибка. Нет, пока нету. Хорошо. Это, кстати, странно, но ладно. Я думал, что сейчас будет ошибка. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Давайте проверим. Давайте проверим, как мы теперь будем это проверять. Смотрите, поскольку у нас есть guard, мы идем в инсомнию, и мы хотим удалить... Так, давайте, find all, transaction. Мы сейчас залогинены. Давайте заново, чтобы я не запутался. Мы зашли под этим логином. Все, мы зашли в систему. Сохраняем, точнее копирую. Дальше транзакции. Получить все транзакции этого пользователя. Получаем. Все, есть 16, есть 15. Например, я хочу удалить 15-ю транзакцию. Сейчас у нас такого роута уже нет. Все, давайте биров тоже обновим. Такого роута у нас нет, потому что, помним, мы там добавили type. Тут будет какая-то ошибка, что мы не можем там что-то запачить. Это апдейт. Давайте апдейт, хорошо. Мы не можем сделать апдейт, потому что у нас нет такого роута. Чтобы был такой роут, нам нужно добавить сюда транзакцион. Вот так вот. Ну, 14, по-моему, у нас не было, да, вообще. 16, есть. Смотрите, вот 14 у нас байк 1333. Я хочу его теперь изменить. Давайте токен какой-нибудь я левый сделаю. Так, это категория. Вот тут. Update. Transactions, transaction 14. Токен я вырежу и напишу какой-нибудь левый. Я нажму send, и мне скажут, что я не авторизован, потому что вот это условие, где оно? Вот это условие не отработало, потому что здесь чего-то не хватает. Возможно, там entity нашло, а вот user не нашло. Поэтому условие не отработало, нам вернулось false. И мне сказали, что... Где оно? Вот тут. Мне сказали, что ты не авторизован. Хорошо. Давайте мы вернем токен и изменим. Нажимаю send. Ошибка 500. Так, и вот она, эта ошибка, наконец. То, что я был не уверен, почему она работает так странно сразу. Мы идем в transaction модуль. И мы здесь, помимо транзакций, подключаем еще и категорию через запятую. Категория. И также мы сюда должны в провайдеры не только transaction сервис, а еще и категория сервис. То есть у них должен быть доступ друг к другу, если можно так сказать. То же самое мы делаем к категориям. Мы идем в категории модуль. И здесь мы добавляем то же самое. Сюда мы еще добавляем транзакцию. Transaction entity. И сюда мы добавляем transaction service. Вот так. И теперь, возможно, это сработает. Возвращаемся в инсомнию. Говорим update. Нет, ошибка. Find one все равно не можем найти. Хорошо. Я понял, в чем проблема. Injectable. Вот так. Мы его должны сделать injectable, этот класс.
Но то, что мы только что сделали с этим, это тоже нужная вещь. Все, проверяем еще раз. Нажимаем Send. Что-то произошло. Ну и давайте получим теперь все транзакции. У нас вот 14, да, там байк, или какую мы там изменяли. Апдейтили. Мы 15-ю апдейтили. Нажимаем Find One. Смотрим 15. Где она 15? Видим кофе. То есть все изменилось. А теперь давайте проверим, создадим нового пользователя какого-нибудь. Тест, давайте это будет 3. Нажму зарегистрироваться. У нас есть тест 3. Возьмем логин, тоже тест 3. Нажмем Send. Скопируем токен. Теперь там, где все транзакции, мы изменим токен для того, чтобы получить именно транзакции данного пользователя. Нажмем Send. Мы видим пустой массив. То есть у этого пользователя еще транзакций нет. Теперь пойдем в Update. И давайте мы Coffee New 22 и поменяем токен. Мы типа сейчас захочем изменить транзакцию, которая нам не принадлежит. Я нажимаю Send, и мне говорят, что Forbidden Resource. То есть это за счет того, что у нас там возвращается false. Если мы в гварде скажем, что не Forbidden Resource, а давай в противном случае th row new там, bad request exception, тоже давайте напишем something went wrong. Вот так. И повторим эту манипуляцию. Пишут something went wrong. То есть вы не можете это сделать. То есть получается, что наш guard отлично отработал. Мы зашли под другим пользователем, и мы не смогли изменить транзакцию того пользователя, под которым они были созданы. И мы теперь тут не можем получить, конечно же, не все. Тут все четко работает, каждому пользователю принадлежат свои транзакции. Но самая фишка в том, что наш guard отработал. И теперь у нас четко есть там транзакции, категории. Если мы будем добавлять еще что-то, мы просто можем тут через кейс, switch case добавлять, и тогда оно будет работать, и наш guard нас не пропускает туда, куда нам не нужно лезть. Вот такая вот история. Давайте мы поправим еще в категориях контроллеры. И вот тут добавим, вот тут двоеточие type, и добавим этот guard. У нас author guard. Вот так. Давайте сначала добавим везде guard. Вот так. Вот так. Здесь тоже type ID. Type ID. Так. Двоеточие, двоеточие. Где-то у нас возникла ошибка. Metatype is not constructor. Outguard не тот. Стоп. Какой я еще раз? Не то. Author. Guard. Вот так. Не out, а автор. Вот так, вот так, вот так. Сохраняем. Есть. Заработало. Так, и последнее, что я бы хотел бы еще сделать, нам нужно вернуться к транзакциям и добавить еще один route. Так. Мы идем в транзакции и добавляем route. Я хочу здесь сделать такую небольшую фильтрацию, такую условную фильтрацию, чтобы мы получали транзакции по типу. То есть либо это доход, либо расход, чтобы мы потом график той маленький построили, у нас были эти данные. То есть нам нужно route, который будет нам транзакции возвращать по типу. Тогда вот тут давайте перед пагинацией тоже добавим сверху, скажем, что это get запрос, где у нас будет также type и дальше будет find. То есть, да, у нас будет type, мы будем говорить, что это там income, transaction, и дальше просто find. Нет, все правильно, да. У нас в type будет либо income, либо expense. А дальше просто find, что мы хотим найти. Окей, use guards. Здесь нам потребуется GVT out guard. В принципе, наверное, надо подумать, нужен ли нам тут guard на автора.
Давайте мы не будем его добавлять. Мы его не будем добавлять. Мы не будем его добавлять. Вы, если захотите, добавите его сами. Find all by type. Что мы будем принимать в эту функцию? Мы в эту функцию будем принимать... Просто понимаете, что я не хочу добавлять сюда эту функцию? Я просто сейчас подумал, тут type-то будет немножко не такой, как там. То есть нужно будет дописывать еще тот guard, потому что тут-то тайпом будет являться... Во-первых, у нас тут не будет айдишника, и у нас тайпом будет являться не transaction или категория, а здесь будет income или expense. То есть тут немножко другая история. Ну, под капотом понятно, что мы все эти транзакции, да, будем искать, исходя из реквеста юзера. То есть мы в теории мы не можем какие-то другие найти, поэтому тут вообще не обязательно указывать вот тот автор guard. Потому что мы здесь будем находить уже, мы айдишник, да, будем брать из реквеста. То есть, а как, если ты не залогинен, то ты... Ну, короче, вы поняли. Это все зашито на реквесте. Тут, в принципе, и не очень-то нужен этот guard. Окей. Вот сейчас мы тут получаем юзера из реквеста. И также из params будем доставать type типа string. И теперь мы говорим, что мы тут будем возвращать. Return this transaction service. Пускай функция называется также find all by type. И она будет нас ожидать, как мы всегда знаем, request user ID и type. Вот так. И теперь мы эту функцию создадим, этот сервис. Идем в сервисы. Куда-нибудь вот тут. Мы скажем, что у нас будет асинхронная функция, async функция find all by type. И что мы тут будем с вами возвращать? Что мы думаем с вами возвращать? Мы тут принимаем, да, там ID типа number и type типа string. Да, мы будем принимать айдишник и type типа string. Тогда нам нужно найти все транзакции. Const transactions. Это будет await this. Это у нас что? Transaction. Transaction repository. Find where user ID. Мы находим у этого юзера транзакции, но конкретно по типу. Да, у нас же у транзакции есть тип, там либо income, либо expense, мы это помним. И выводим. И тут нам нужно выводить, я не хочу делать отдельные странички, да, там для расходов и для доходов. У нас одна общая страничка с транзакциями, где это все отображается. Я хочу здесь выводить именно сумму, общую сумму доходов и общую сумму расходов всех элементов, да, всех транзакций, которые у нас существуют. Для этого мы воспользуемся функцией, создадим переменную total, и я скажу, что это будет transactions. Метод reduce будем использовать. И метод reduce, в свою очередь, принимает в себя два аргумента. Первый это функция, которая что-то будет возвращать, а второй там current number, current index. Начинаем с нуля. То есть давайте я простыми словами расскажу, что мы хотим сделать при помощи этой функции. У нас есть массив транзакций по типу. И мы хотим, чтобы в этом массиве транзакций есть, да, у каждой транзакции есть, это массив транзакций, и у каждой транзакции есть поле amount, то есть количество. Мы хотим пробежаться по этому массиву, собрать все эти элементы, да, вот все эти amount количества и сплюсовать их. То есть, допустим, у нас есть 3 транзакции, на каждая по $1000. И мы при помощи функции reduce пройдемся там 3 раза этим, как он называется, перебор массива циклом. Мы проходим по этому массиву циклом. Поскольку у нас 3 элемента, мы
проходим по этим 3 элементам и берем у них количество и просто его плюсуем. Для того, чтобы это все сделать, мы вот сюда вот в первый аргумент, в стрелочную функцию, она в свою очередь принимает некий аккумулятор и будет принимать у нас какой-то объект. То есть это уже будет сам элемент итерации. И возвращать мы будем некий аккумулятор плюс object. И мы видим, что объектом у нас является, да, это элемент транзакции, то есть мы сразу видим, какие поля тут есть, и нам нужно поле amount, то есть количество. И таким образом в total у нас будет лежать число, то есть number, с общим количеством затрат и расходов. И мы возвращаем return total. Есть. Теперь нам нужно подумать, как мне это правильно все запихнуть в Insomnia, чтобы мы тут... Это у нас транзакция, и у нас транзакция это by type. Давайте мы найдем find one, duplicate, find one, by type. Create. Теперь давайте посмотрим на контроллер, что мы там придумали. Type, find. Тогда transactions мы пишем, давайте income, find. Что мы там передаем? Request params. Больше тела у нас никакого нет. То есть нам нужно только передать токен. Нам нужно передать токен. Ну, давайте мы залогинимся под первым юзером, у которого есть какие-то транзакции. Нажимаем логин. Окей, мы залогинились. By type. Bearer. Меняем токен. Get запрос. Send. Вот. Видите? У нас выдалось число 2700. А если мы тут напишем expense find 1800, значения разные, проверять я их не буду, потому что это все берется из отсюда. Это все складывается вот это amount, и получается общее значение. То есть, если мы видим разные тут значения, да, by type, мы видим 1800 и 2700. Значит, можно предположить, что в принципе функция отрабатывает. И она нам возвращает общее количество, то есть total, который мы там заработали или потратили, то есть доход или расход. То есть вот такая вот история получилась. И дальше нам теперь остается все это красивенько разложить уже на React, и к чему мы будем уже приступать в следующем уроке. Так что ж, ребятки, поздравляю вас всех, кто дошел до конца, потому что это последний был ролик по бэкэнду, и дальше мы переходим уже на React, на фронтенд, и будем делать из этого всего красоту какую-то. Напоминаю, исходный код будет на Патреоне, поэтому за подписку на Патреоне вы сможете его получить, если у вас вдруг что-то не получается у самого, и посмотреть код. А если у вас все получается, то в принципе вам это не нужно, но поддержать в принципе тоже можете. Всем спасибо, ребятки, за внимание. Бэкэнд мы закончили и приступаем к фронтенду. До скорых встреч. Пока-пока.